Здравствуйте. Сара Лин из мультсериала «Конь Боджек» — сумасшедшая, травмированная, но в то же время очень сильная женщина, жизнь которой была наполнена популярностью, тусовками, богатством, а также испорченным детством, печалью, полной деперсонализацией. Ее история полна сожалений, и на самом деле теперь я понимаю, что она куда печальнее, чем история того же коня Боджека. Так давайте же постараемся понять Сару Лин, разобрать ее личность на мелкие кусочки, восхищаясь вниманием к деталям авторов мультсериала и стараясь не упустить хотя бы самые важные из них. Детство девочки было, как мы уже отметили, испорчено полностью. В возрасте уже 3 лет мать отдала Сару сниматься в «Ржом с конем», семейном телешоу, где мелкая познакомилась с молодым на тот момент Боджеком, который играл главную роль в сериале, режиссером шоу Хербом Казасом и другими участниками съемок. Очевидно, в 3 года ребенок мало что понимает и точно не знает, чем хочет заниматься по жизни, а заставлять девочку сниматься на телеке в таком возрасте — кощунство, которого ее мама не постыдилась, пробив своей дочке роль в шоу, сделав, цитирую, «что-то» продюсеру сериала. Все мы поняли, о чем идет речь, но не будем заострять на этом внимание. Поговорим лучше об отчиме Сары. Он обучал девочку на дому, что наглухо отрезало возможность социализации для нее и все шансы найти себе друзей-ровесников. Ведь именно в школе мы обретаем в своем окружении первую толпу неотесанных человеков, с некоторыми из которых начинаем взаимодействовать очень близко, узнавая друг друга и тем самым получая навыки общения с людьми. Но даже не это главная проблема с Сарой на тот момент. Ибо, хотя этому нет прямых подтверждений, но предполагается, что отчим насиловал девочку. Не представляю, как тяжело было ей. А почему ты не у себя в гримерке, Сара Лин? Там мой отчим, он сегодня какой-то странный. Мне-то что до этого? Спасибо тебе за гостеприимство. К тому же конь Боджек, заносчивый, постоянно обдолбанный, великовозрастный ребенок, постоянно задирал девочку, не замечая и не понимая ее и так тяжелое положение. Плюс он, по сути, выступал для Сары в качестве отца, ибо других мужчин в ее окружении почти не было. Однажды конь высказал девочке очень важную мысль, которую она запомнила на всю жизнь. Эти слова точно отразились на ее дальнейшем росте, укрепились где-то в бессознательном. Ты видишь этих людей? Да. Эти балбесы и тупицы твои самые лучшие друзья. Без них ты ничто. Запомни это. Что бы ни случилось, как бы тошно не было, продолжай танцевать. Продолжай улыбаться. Дай этим людям то, что они хотят. И начали! Пельмешка, а кто в школу собираться будет? Фраза «Don't stop dancing» или «Продолжай танцевать» еще сыграет свою роль в будущем, став чуть ли не философией всей жизни Сары Лин, когда она буквально будет отдавать всю себя, лишь бы метафорический танец не заканчивался, лишь бы народ обожал ее, пусть сама она к себе этого обожания испытывать никогда не будет. Что же, в итоге мы имеем полный запас деталей, собрав которые воедино, можно понять, как тяжело было Саре в детстве. Работа и съемки в очень раннем возрасте, отсутствие нормального взаимодействия со сверстниками, вследствие чего у нее не было как таковых друзей, вечно сердитый, пьяный, плохо относившийся к ней конь Боджек, который для нее был единственным примером мужественности, успеха, популярности и выступал для нее отцовской фигурой. Насилие со стороны отчима. О, черт! Тут клочок шерсти. Медвежья. Я знаю, мой отчим был медведем. Подавление ее истинных желаний, как, например, тяга пойти в колледж и стать архитектором. А я хочу стать архитектором. Деточка, мама не может сделать то, что мама сделала для дяди-продюсера, так что забудь про колледж. Очевидно, что девочка выросла, мягко говоря, не совсем психологически здоровой. Также отметим еще один момент, который ударил по маленькой Саре Лин. Однажды она случайно выпила водку Боджека, сидя в его гримерке, сбежав сюда от своего отчима. Казалось бы, ничего такого, ведь на здоровье девочки данная ситуация повлияла, наверное, не очень болезненно. Однако случайное опьянение в раннем возрасте точно не приведет к хорошим последствиям. Я думаю, это отложилось в сознании Сары, отразившись уже далее, когда девушка вернется к бутылке, только уже полностью осознанно. В общем, съемки на телевидении были для Сары Лин крайне травмирующим отрезком ее жизни. Но тяжелый путь для нее только начинается. После закрытия шоу «Ржом с конем» Сара становится поп-певицей, примеряя на себя образ максимально сексуализированной, раскрепощенной артистки, так популярной в начале 2000-х годов. Известность к ней пришла невообразимая уже в возрасте 18 лет с выходом дебютного музыкального альбома. Здесь началось ее настоящее знакомство
знакомство с шоу-бизнесом, сферой, где каждый хочет использовать тебя в своих целях, где нет места искренности, истинным желаниям и простой человечности. Сара была своеобразным секс-символом для многих и старалась поддерживать этот образ. Обретая огромную популярность, человек неподготовленный может не выдержать подобного внимания к своей персоне, от чего у него развивается деперсонализация. Ощущение, что ты всем что-то должна, особенно когда в кавычках поддержка от близких тебе людей состоит лишь в контроле твоей диеты, запрещающей тебе набрать даже пару килограмм, и в сливе твоих интимных фотографий ради продвижения концертного тура. 2007 сексуально-девственный гастрольный тур. Чтобы зритель клюнул, менеджер слил мои фотки с обнаженкой. А мама считала каждую калорию, что я ела. Это был ад. В общем, все требовали от Сары Лин делать то, чего они хотят. И это сказывалось на ней ожидаемым образом. Кто-то может подумать, ну и хорошо. Девушку делали популярной, богатой, чтобы она жила ни в чем себе не отказывая. Только проблема в том, что это не было ее желанием изначально. За все свое детство и юношество Сара Лин не приняла ни одного решения, повлиявшего бы на ее жизнь. Она буквально не принадлежала сама себе, а когда девочка выросла и решать за нее уже никто права не имел, когда она могла делать все, что захочет, стать архитектором, художником, да хоть строителем подводных лодок, было уже поздно. Сара двигалась дальше по тому пути, что выбрали для нее другие люди, просто по инерции. Хочу быть архитектором. Но, кстати, в ее жизни вполне мог появиться тот, кто, как ей казалось, не желал использовать ее, как все остальные. Тот, кто мог стать для нее одновременно и настоящим другом, и отцом. Наш великолепно ужасный конь Боджек, который как раз сейчас, в 2007 году, решил зайти к Саре Лин после концерта, чтобы просто мило поболтать. Девушка очень рада видеть своего давнего приятеля. Даже уставшая и вымученная после концерта, она предлагает коню пойти тусить. Настолько она любит его, но, к сожалению, все ее надежды на хорошую дружбу были разрушены. Боджек пришел не чтобы повидаться со своей старой подругой, а чтобы просто предложить ей сняться в его новом шоу. И причем это предложение было инициировано даже не им, а режиссером этого шоу. Конечно, после того, как Сара поняла, зачем пришел к ней конь, веселиться с ним у нее пропало любое желание. И, возможно, где-то здесь умерла последняя вера девушки в людей. Сара была искренна по отношению к Боджеку, высказала ему все свои переживания, но конь не оправдал никаких ожиданий. Так приятно видеть старого друга, который знал меня до всего этого и которому от меня ничего не надо. Точняк. Клянусь, ты последний, кто у меня есть. А ты хочешь, чтобы я у тебя снялась? Ну, я подумал, что будет весело. Нам обоим. Сара Лин имеет немного экранного времени, потому следующая часть ее истории для нас немного размыта, но по имеющейся у нас информации можно вполне представить, что с ней происходило. После встречи с Боджеком внутри девушки точно что-то окончательно сломалось. Она была на пороге депрессии, из которой конь мог вытащить Сару, но по своей глупости даже и не попытался, ибо был занят решением собственных проблем. Вспомним, что девушка чувствует, будто не принадлежит сама себе, не имеет контроля ни над чем, даже над своей карьерой. Вскоре артистка будет постепенно терять свою популярность. Теперь подумаем, к чему же прибегает человек, когда его реальность уходит ко дну, и он не может ничего с этим поделать, или по крайней мере не видит способов улучшения ситуации. Верно. Он начинает убегать от реальности при помощи алкоголя, наркотиков, пьянок, тусовок, бесконечного саморазрушения. Тем же, кстати, занимался и конь Боджек половину своей трагикомичной жизни. В общем, наверное, с 20 до 30 лет Сара Лин была пьяна или обдолбана 90% времени. Понять мы это можем хоть и по комичной, но показательной ситуации. Херб Казас, режиссер шоу «Ржем с конем», в котором Сара снималась в детстве, человек, которого любила вся съемочная площадка, которого, я думаю, любила и наша героиня, назначает с ней встречу, чтобы рассказать что-то очень важное. Казас сейчас тяжело болен, у него рак, потому он просит Сару Лин опубликовать его книгу, его крайне ценное для него наследие после его смерти. Девушка соглашается и об этом, конечно же, успешно забывает, потому что была под кайфом, потому что, видимо, всегда под кайфом, потому что развила абсолютное равнодушие ко всему. Хочется сказать, что на экране мы видим настоящую Сару очень редко. Ее личность была закопана где-то в детстве, в комнате отчима, в гримерке
Боджека, на съемочной площадке, на сцене концертного тура, в студии звукозаписи. И девушка уже, думаю, не в состоянии найти себя. И помочь ей в этом тоже никто не сумеет. Вот, кстати, Сари Лин уже тридцатник. Она давно уже не является топовой артисткой, дожевывая лишь плоды старого звездного времени. Также употребляет, бухает, встречается с популярным актером Эндрю Гарфилдом, который, кстати, ее бросает по причине того, что она потеряла свою популярность. Во время этого разрыва отношений парочку и встречает конь Боджек на пару с Тоддом, своим другом. Сара Лин, чтобы привлечь к себе внимание после расставания с Эндрю, сразу же глотает дюжину неизвестных таблеток и вонзает себе какой-то металлический штык в живот. После она делает еще кое-что, но этот момент мы опустим. Конь отвозит Сару в реабилитационный центр, откуда она удачно уходит, заявляя, что ей помощь с зависимостями не нужна. Хотя отметим, что после рехаба она приходит к Боджеку домой. Хочет, мол, потусить, говоря, что свои очевидные проблемы решать не желает, ибо никогда этого не делала, никто ей ни в чем не отказывал, она жила как хотела. Это, кстати, правда лишь отчасти, как мы уже поняли по прошлым событиям в этой истории. Спрашивается, зачем Сара вообще тогда пришла к коню? Поехала бы тусить куда угодно. Причем здесь Боджек? Но Сара Лин не просто так пришла именно к коню после расставания с Эндрю Гарфилдом. Она могла найти, где устроить тусу за считанные минуты, но почему-то выбрала для этого именно дом Боджека. Думаю, на самом деле неосознанно она хотела, чтобы он помог ей. Возможно, как-то направил на верный путь, или же хотя бы не шел у нее на поводу, как все остальные. Ведь когда-то Боджек для нее являлся единственной отцовской фигурой. Но что же делает наш конь? Разрешает Саре Лин делать все, что она захочет? Боджек, Сара Лин выходит из-под контроля. Она из тебя веревки вьет. Что? Ничего она не вьет. У нас особые отношения. Тебе этого не понять. Потом, когда девушка переходит все границы и оскорбляет личные достижения коня, которые для него очень важны, ибо только благодаря им он еще не разочаровался в себе окончательно, передумывает. Разозлившись на Сару, останавливает вечеринку, выгоняет всех ее друзей. Ну а после старые приятели по пьяни делают по-настоящему странную и немного ужасную вещь, если учитывать весь их бэкграунд взаимоотношений. Виноват ли в случившемся Боджек? Однозначно. Виновата ли Сара Лин? Отчасти, ибо можно задать вопрос, ответственен ли человек, который почти совсем не осознает самого себя, за свои действия. Девушка пришла в дом коня не чтобы он использовал ее сначала для искупления вины перед ней за ужасные отношения к Саре в прошлом, а потом в качестве сексуального партнера, а за помощью, хоть и не признается в этом. Но, наверное, по уровню самосознания все-таки оба наших потерянных героя схожи. Так что было и было. Отметим это как один из случаев их не самого лучшего взаимодействия. В общем, после всего этого Боджек гонит Сару Лин из дома по совету своих друзей. Советуют ей обратиться за помощью, начать решать свои проблемы с зависимостями, говоря, что в доме коня этой помощи она точно не получит. Забивает ли девушка огромный болт на слова Боджека? Конечно. Она просто уезжает дальше тусить, и неважно где, что вполне ожидаемо. Следующее появление нашей героини состоится опять в том же месте, в окружении тех же людей. Боджеку нужно срочно написать автобиографию, которая дается ему очень сложно. Какой скучный шрифт. Копперплейт. Создан для современных людей. Ха, нет. 3:10. 6 часов убил на шрифты. Потому он решает употребить все наркотики мира вместе с Сарой Лин, которая в этом эпизоде нужна только как источник этих самых веществ, и разогнать тем самым, так сказать, фантазию. Если есть у вас желание узнать поподробнее об этом, смотрите полную историю коня Боджека по подсказке. А мы сейчас здесь долго останавливаться не будем. Наши друзья успешно накидываются, да и все. Данный эпизод для нас не особо важен. Позже герои встречаются на похоронах Херба Казаса, режиссера телешоу «Ржем с конем», с которого и Сара, и Боджек начали свой путь в шоу-бизнес. Здесь мы можем проследить, что ни с одним из своих прошлых коллег девушка не ладит от слова совсем. Это довольно показательно. Съемки в «Ржем с конем» для Сары хоть и, возможно, имели какие-то положительные моменты, но запомнились точно как не самая лучшая часть жизни. Тем более, что после ухода из проекта Херба ее недолюбливала Джоэл, вечно задирал Боджек. В общем, причин на ненависть в сторону всех здесь собравшихся у Сары наберется достаточное количество.
количество. После похорон девушке в наследство достается дискета Казаса, в которой должна быть информация, цитирую, о том, как найти золото Херба. Герои скептически отнеслись к этой вещице, а о пофигизме вечно обдолбанной Сары можно даже не говорить. Но Боджеку стало очень интересно узнать о наследстве своего бывшего лучшего друга, потому он сумел всех убедить отправиться на поиски сокровищ. К сожалению, чего-то действительно ценного наши герои не нашли. Оказалось, что Херб говорил о своей книге, причем еще очень давно он встречался с Сарой Лин и просил ее опубликовать после своей смерти. Выше мы уже упоминали этот случай, а значит знаем, что девушка, конечно же, ничего такого не запомнила. Ну и ладно, давайте мы уже перейдем к действительно важной части истории обожаемой нами героини. В силу отсутствия большого количества информации о жизни Сары Лин, я не могу сказать точно почему, но в какой-то момент она решает бросить употреблять наркотики и алкоголь. Почему-то ей захотелось перемен. Может, она просто в какой-то момент сама пришла к такому решению, может, ее подтолкнул на это какой-то случай, мы не знаем. Но одно я скажу точно. Саре Лин в любом случае ничего не мешает в один момент просто взять и снова начать пить. Она человек очень ветреный, и даже то, что она решила завязать, не означает, что сделала она это в целях стать лучше. Как сказала она сама, если вернуться к наркотикам долго до этого не употребляя, то эффект будет во много раз сильнее, что, как мне кажется, вполне логично. И я верю, что Сара настолько сумасшедший человек, что может бросить вещества действительно просто ради того, чтобы потом очень ярко развлечься вновь. Правда, пока она в завязке. Причем уже почти год. Думаю, где-то в начале своего пути к трезвости она отлежалась в реабилитационном центре, куда спустя пару сезонов мультсериала нагрянет и конь Боджек, а после даже записалась в клуб анонимных алкоголиков. В общем, Сара хоть и не до конца это понимает, но на самом деле серьезно занимается своей проблемой. И может она вообще навсегда избавилась бы от зависимости, даже несмотря на собственную ветренность. Только, к сожалению, девушка до сих пор держит связь с конем Боджеком, которому в один из прекрасных дней сообщает, что она в завязке, но если он захочет потусить, Сара с радостью согласится вновь напиться и накидаться вместе с ним. Конь глуп, зачастую думает только о себе, о своих проблемах и даже своих самых близких людей не понимает. Не понимает, что его подруга может и не против развлечься вместе с ним, но станет ли ей от этого лучше? Правильно ли со стороны коня возвращать бросившую употреблять Сару в состояние алкогольного и наркотического опьянения? Я считаю, что нет, и думаю, многие со мной согласятся. Тем временем Боджек, когда ему становится очень плохо из-за поражения в битве за Оскар, когда он хочет уйти из реальности, звонит Саре Лин с предложением напиться. Очевидно, девушка соглашается, как и обещала. Довольно быстро конь из того, кто говорит: Нет, не начинай больше! А, как скажешь. Позвони, когда потусить захочешь. Ой! превратился в того, кто обращается к зависимому человеку в завязке со словами Хочешь надраться? Наконец-то! Да! «И это довольно печально». Наши друзья обзаводятся пивом и кое-чем потяжелее, весело проводят время, вспоминают былые времена, когда они не гнались за Оскарами, рейтингами, а просто жили, наслаждаясь каждым моментом. Ну, вспоминает об этом лишь Боджек, в то время как Сара Лин с ним согласиться в его ностальгии вряд ли бы смогла, ибо ей съемки на телешоу запомнились точно не очень счастливыми. Однако кое-какие позитивные моменты у нее в голове все-таки прояснились. Заставка стояк, акт первый стояк, реклама, здрасте, попробуйте наши хлопья, и снова стояк! Когда конь предлагает пойти уже куда-то тусить, вместо того, чтобы пить дома у Сары, она говорит, как бы было весело сходить в планетарий, ибо их накуренных действительно впечатлят звездные виды космоса. Однако Боджек заявляет, что это тупая идея, и он обязательно придумает что-нибудь другое. В итоге он просто отключается, а приходит в себя, уже находясь на собрании анонимных алкоголиков, куда наши герои попали, чтобы Сара получила свой почетный жетон 9-месячной трезвости, учитывая, что бухает она уже несколько десятков часов подряд. Ну да ладно. Коня утомляют рассказы, по его мнению, жалких алкоголиков, потому он решает рассказать свою историю, которая, мол, переплюнет любую из озвученных на сцене до этого. И свое обещание он сдержал. После его рассказа всем на собрании стало настолько плохо, что его отменили. Ну, слабо переплюнуть. Ну и ну.
Выкусите, сукины дети. Где мой кубок? Или этот жетон? После, узнав, как сильно грызет Боджека его совесть из-за того ужасного случая с дочкой его бывшей подруги, Сара Лин предлагает ему воспользоваться схемой из 12 шагов, чтобы загладить свою вину перед теми, кого он обидел. Этим и занимаются наши герои ближайшие, не знаю, дни, недели, месяцы. Счет времени и мы, зрители и персонажи, уже давно потеряли. Но бухают Сара и конь уже очень долго. Кстати, сделаем поправочку на то, что они в стельку пьяные, потому по-настоящему извиниться у Боджека по правде не получается ни перед кем. Заезжает он и к Дайен, и к принцессе Кэролин, Анне Спанакопите. Потом дело доходит до Пенни, девочки, которой он, как думал, сломал жизнь своей выходкой, чуть с ней не переспав, когда ей было 17. Правда, эти события сейчас для нас не особо важны. Смотрите полный ролик про Боджека. А мы вернемся к Саре Лин и вспомним, что она вообще-то когда-то хотела стать архитектором, о чем невзначай рассказывает коню. Мне уже поздно поступать в колледж. Я бы стала архитектором. Деточка. На протяжении всего эпизода мы в основном следим за Боджеком, а Сара тем временем равнодушно следует за ним. Кажется, будто ей все по барабану, и только в крайне редкие моменты между строк можно увидеть, как она страдает, как не удовлетворена собственной жизнью. Только и зальет свою душу она нам чуть позже. Сейчас же по пути из Нью-Мексико в машине Боджека Сара находит героин, названный в его честь. Девушка приходит в восторг, узнав, что существует наркотик с именем нашего коня, потому сразу загорается желанием его попробовать. Сам Боджек же вроде как отказывается, понимая опасность этого. Но после все-таки принимает вместе с Сарой героин. Находясь под веществами, конь вспоминает ту самую встречу с девушкой после ее концерта, когда он просил ее сняться в своем шоу. Возможно, только сейчас, когда в его память врезалось то лицо Сары, умоляющее спасти ее от ужасного мира, стать ее настоящим другом, он понимает, что на самом деле подружески любит девушку, думает, что понимает ее, произносит трогательные и важные в первую очередь для него слова по отношению к ней. Правда, слышит ли его вообще Сара Лин? Испытывает ли она то же, что и он? Когда-то она думала, что конь ее понимает, что он ее друг, которому от нее ничего не нужно. Но сейчас я думаю, ей уже все равно. Настоящая, искренняя Сара, та, что любила коня Боджека и Херба Казаса, заперта где-то внутри человеческого тела, очерчена огромным куполом, изнутри которого лишь иногда слышны чьи-то возгласы. Но разобрать в них что-то осмысленное получается крайне редко. Наши друзья в запое и длинном трипе уже несколько месяцев. Лежат на кровати в каком-то богом забытом месте и выглядят крайне ужасно. Смотрят телек, показывающий церемонию Оскар. Сару Лин объявляют победителем премии за лучшую песню. Она радуется победе, но расстраивается, что пропустила награждение. И сейчас мы можем лицезреть ту самую девушку, которую мы видели вместе с Боджеком в гримерке после концерта и иногда на съемок «Ржем с конем». Девушку, которая не знает, что ей делать, которой очень грустно, девушку, что находится на грани. Только в этот раз, к сожалению, Сара Лин грань переступила. Героин был последней точкой невозврата для нее. Ну, она хотя бы побывала в планетарии, как и хотела на протяжении всего ее длинного запоя с конем. Ты слышала? Еще не конец. Во вселенских масштабах мы просто песчинки, которые однажды исчезнут. Не важно, что мы сделали в прошлом, или кем нас запомнят. Важно только настоящее. Этот момент, этот удивительный момент, который принадлежит нам. Да, Сара Лин? Сара Лин? Сара Лин? Прекрасная и ужасная Сара Лин, актриса и поп-звезда, умерла в 31 год. У нее было очень травмирующее детство, тревожное взросление и почти лишенная надежд жизнь на закате популярности. Рядом были не те люди, родилась она не в то время, не в том месте. Насколько она была с виду веселой и равнодушной ко всему, что творится вокруг нее, настолько же она была несчастной, грустной и тоскливой внутри. Единственное, за что держалась Сара Лин всю свою жизнь, это ее фанаты. Они нуждались в ней, а она делала все, лишь бы
продолжать танцевать. Не просто так конь Боджек однажды сказал ей эту фразу. Конь Боджек. Он находился неподалеку от Сары всю ее достаточно короткую жизнь. С самого раннего детства до печальных похорон. К сожалению, как бы не винил себя сейчас наш герой в том, что не смог помочь своей подруге, потерянного уже не вернешь. А конь был именно тем, кто мог спасти и маленькую девочку, и взрослую девушку. Однажды, во время сильного бэд-трипа Боджека, Сара Лин вновь появится на наших экранах, только уже являясь лишь проекцией в голове у коня. Там она попрощается вновь и, уходя в пустоту, споет песню, которая характеризует всю ее жизнь и влияние на нее слов Боджека. Жизнь спектакль вечный, верь мне, старичок, но только у него есть свой конец. Потанцуем, потанцуем. Саралин? Саралин! Саралин? Не знаю, что еще сказать. Надеюсь, Сара Лин станет архитектором хотя бы там, в другой жизни. Хочу быть архитектором.